застыла, в пространстве лишь свет, вечный свет. Всех приветствую! Вы на канале Простой разговор. И сегодня продолжим задавать вопросы искусственному интеллекту и получать полноценные ответы. Очередной вопрос. Солнце – это планета или нет? Вот такой вопрос к искусственному интеллекту. И на что отвечает искусственный интеллект? Солнце – это не планета. Солнце – это звезда. Как мы знаем, многие, кто изучает Солнечную систему, Солнце – это звезда. Это центральный и самый главный объект нашей Солнечной системы, вокруг которого вращаются все планеты, включая Землю, их спутники, астероиды и кометы. В чем разница между Солнцем, звездой и планетой? Хотя и Солнце, и планеты круглой формы, они устроены совершенно по-разному. Их главное отличие – источник света и тепла, Солнце, звезда, само излучает свет и колоссальное количество тепла. Внутри него происходит непрерывный термоядерный синтез, превращение водорода в гелий, из-за чего оно раскалено до миллионов градусов в ядре на поверхности. Сами по себе планеты, вот как наша Земля и другие планеты, они не светятся. Они лишь отражают солнечный свет, который падает на них от Солнца. А Солнце светится. Звезды, вот, например, на небе мы видим, они светятся. Вот наша звезда светится так же, как звезда сдалека, если смотреть с другой галактики. Солнце состав состоит полностью из горячего газа и плазмы. В основном это водород и гелий. У него нет твердой поверхности, на которую можно было бы приземлиться. Планеты могут быть, например, твердыми и каменистыми, все планеты, как Земля, Меркурий или Марс, либо газовыми гигантами, как Юпитер и Сатурн. Но даже у газовых гигантов внутри есть тяжелое плотное ядро, а процессы в них не приводят к превращению в звезду из-за нехватки массы. Масса и гравитация. Солнце обладает невероятной колоссальной массой. Оно удерживает в себе 99,86% всей массы Солнечной системы. Его сильнейшая гравитация работает как невидимый якорь, заставляя все планеты летать вокруг него по своим орбитам. Планеты намного меньше и легче Солнца. Например, чтобы заполнить объем Солнца, потребовалось бы около 1,3 миллиона таких планет, как наша Земля. Представляете? Интересный факт. Солнце – это по космическим меркам вполне обычная средняя звезда, которую астрономы относят к классу желтых карликов. Значит, существуют большие карлики, огромные. Но для нас это самый важный космический объект, благодаря которому на Земле зародилась и существует жизнь. Химический состав. Наше светило состоит в основном из двух газов – водорода, главное топливо звезды Солнца, и гелия, продукт выгорания водорода. Водород составляет
73%, гелий 25%. Остальные 2% приходятся на более тяжелые элементы. Это кислород, углерод, железо, неон и другие. Агрегатное состояние. У Солнца нет твердой поверхности. Из-за экстремального жара вещество там находится в состоянии плазмы, сильно ионизированного газа. Колоссальные размеры и масса. Масштабы Солнца трудно вообразить, если сравнивать их с земными. Масса составляет 1,989 по космическим меркам. Это в 333 тысяч раз тяжелее Земли. На долю Солнца приходится 99,86% всей массы Солнечной системы. Размер и радиус, диаметр Солнца около 1,39 миллиона километров. Вдоль экватора можно было бы выстроить в ряд 109 таких планет, как Земля. Гравитация. Сила тяжести на поверхности Солнца в 28 раз превышает земную. Человек весом 70 килограмм весил бы там почти 2 тонны. Представляете? Температура и внутреннее устройство. Солнце устроено слоями, и температура в них сильно различается. Ядро, центр, самое плотное и горячее место. Температура здесь достигает 15 миллионов градусов Цельсия, а давление огромно. Именно в ядре происходит термоядерный синтез. Каждую секунду миллионы тонн водорода превращаются в гелий, выделяя колоссальную энергию. Фотосфера – это видимая нами поверхность Солнца. Ее температура гораздо ниже, около 5500 градусов Цельсия. Здесь мы можем наблюдать солнечные пятна, более холодные участки. Корона солнечная – самый верхний разреженный слой солнечной атмосферы. Удивительно, но корона раскалена до 1-3 миллионов градусов Цельсия. Эта загадка нагрева короны до сих пор изучается учеными. Вращение и движение в космосе. Вращение вокруг оси. Так как Солнце газовое, оно вращается непрерывно, дифференциально, то есть. На экваторе один оборот занимает около 25 земных суток, а у полюсов до 35 суток. Движение в галактике. Солнце не стоит на месте. Вместе со своей Солнечной системой оно мчится вокруг центра галактики Млечный Путь со скоростью около 220 км в секунду. Полный оборот, галактический год, занимает примерно 225-250 миллионов земных лет. Представляете? Возраст и будущее Солнца. Сейчас Солнце находится в самом рассвете своих сил. Текущий возраст примерно 4,6 миллиарда лет. Текущий возраст. Сколько оно проживет? Ученые посчитали, что запасов водорода в ядре хватит еще примерно на 5 миллиардов лет. Что с ним будет после, когда водород закончится? Солнце начнет раздуваться и превратиться в
красного гиганта, поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. После этого оно сбросит внешние оболочки, оставив в центре остывающее и сжатое ядро белого карлика размером с Землю, который будет медленно угасать миллиарды лет. Вот такой ответ дает искусственный интеллект. Очень интересно и познавательно. Подписывайтесь, если любите развивать свой мозг. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие вопросы хотели бы задать вы. На этом до свидания. Все интересное впереди. Там, где солнце плывет в тишине, планеты кружат в звездном танце, и время застыло в пространстве, лишь свет, вечный свет.